Итак, ребят, всем привет! Я знаю, что скоро у нас с вами наступит уже 2024 год, и также я еще не давала свой прогноз на 2024 год. Вообще, последнее время я не очень люблю давать прогнозы, потому что, по большему счету, я смотрю в какие-то события немножко глубже, чем они видятся на поверхности, и зачастую бывает, что то, что я вижу на тонком, оно немножко идет такое закулисное, знаете, и зачастую, допустим, то, о чем я говорила еще почти 2 года назад, вот только сейчас начинает проясняться. То есть, допустим, те события, которые я говорила в телеграм-канале по поводу объединения нескольких стран, то есть это Саудовская Аравия, Россия, Китай, Индия, то есть страны БРИКС, и не только БРИКС, но и ОПЕК, то есть что про массовый вот этот вот некий сговор, объединение, да, про передел мира и так далее. Многие не верили, и это все в итоге начало сейчас только-только всплывать на поверхность, когда мы начинаем видеть уже не просто какие-то, точнее, закулисные мы и не видели, в принципе, но мы уже видим какие-то реальные шаги этих стран, когда они высказывают свое фе насчет всяческих имперских замашек тех же самых Соединенных Штатов, да, и других стран тоже. То есть то, о чем я говорила, что есть некая вторая сила, вторая сторона, которая сейчас активно идет в контрнаступлении с теми силами, которые мы называем глобалисты или глобалистическая система некая. Вообще про это все я сейчас активно рассказываю в Телеграме, и все эти темы переехали в Телеграм. И если вам интересно слушать подкасты на эту тему, то проходите в Телеграм. Я там практически каждую неделю выставляю подкасты, рассказываю очень много интересного про МК Ультра. И также там вы можете найти подкасты касательно как раз-таки объяснений моих по поводу вот этой второй силы, что она делает, зачем она делает и что ею движет. Ну и если мы уже касаемся прогноза на 2024 год, то у нас 23 год был такой, знаете, очень активный на события, в чем-то уже также и вторая сторона вот это начала активно проявляться, как я уже сказала. И если 23-й был активный на событии, то 24-й у нас закрутится жернова вот эти еще сильнее, то есть действия будут еще активнее, многие участники второй стороны начнут действовать открыто, начнутся какие-то уже очень серьезные противостояния, то, что мне идет, то есть какие-то, знаете, что чуть ли не открытые бои, а открытые столкновения. Это не говорит о том, что это какие-то там войны, знаете, такие прям войны. Нет, это скорее говорит о уже открытом противостоянии, возможно, это информационное противостояние, это будет больше война умов, война экономик, война уже интриг вот этой вот политики, да, то есть это где политика, там грязь всегда, вот это вот грязная политика, как говорят, то есть это уже будут такие подковерные игры, которые уже будут выходить из-под ковра, и которые мы уже начнем наблюдать более ярко, более динамично. Будут какие-то сломы очень большие, то есть в политических моментах, в политических аспектах. Возможно, что вот этот вот, знаете, как какие-то канаты лопаются. Если я смотрю на страны, то вот до этого, знаете, такой образ шел, что вот идет США, и от него тянутся канаты. Очень такие сильные к другим странам. И эти страны, они как вот в хомут какой-то этими канатами одеты, и они тащат, да, вот тащат это США, как вот, знаете, упряжка лошадей куда-то, где США просто является наездником. И если уже говорить о вот образе, то как раз-таки эти канаты начинают лопаться, и вот эти лошади, они как будто вырываются на волю, то есть здесь, там, бах-бах, новый канат, то есть все это вырывается, а сама эта упряжка, ее начинает трясти, то есть она начинает просто болтаться туда-сюда, этот наездник, он уже просто не может управлять полностью
всем этим табуном условным, и остается только одна лошадь, грубо говоря, которая тащит, ну, там даже не одна, наверное, ну, 2-3, вот так я скажу, да, которые уже будут нести эту повозку, но она уже будет хорошо болтаться, и, конечно, ехать прямо не будет. То есть я так подразумеваю, что в этом образе идет то, что будет какой-то очень сильный глобальный передел, и передел в первую очередь именно верхушки власти, то есть какой-то элиты, да, переворот будет внутри элит. И уже те, кто эту верхушку власти занял, их будут свергать. Идет также образ, это скорее всего, знаете, сборный образ все-таки мужчины, который уже стоит в такой белой одежде, у него в руках какой-то свиток, то есть это, знаете, свиток по большей степени, он же как меч, он же как свиток, он же как какие-то договоренности, то есть это какие-то бумаги, скорее всего, политические бумаги будут подписаны, то есть которые будут являться как оружием, неким оружием против этого всего. Какие-то данные будут также рассекречены, идет. И, кстати, знаете, ребята, вот очень интересно, что некоторые говорят, ну вот, ничего же нету, ничего не рассекречивается, ничего нет, а знаете, самое интересное, вот в пабликах очень многих всплывает то, что там рассекретили какой-то документ ЦРУ о том, что там действительно есть такое понятие, как химические вот эти вот облака веселые над головой. Вот рассекретили там какой-то новый документ о том, что, значит, клинические испытания там проводились криво-косо, или там еще что-то. То есть документы рассекречивают, но эти все вещи массово в ТВ не транслируются, знаете, их пропускают мимо ушей, как будто, а что там, что-то произошло? Так нет же, что там, это ж не сенсация, то есть, да, что людей просто массово дурили, там, в этом ничего такого нет, давайте лучше пообсуждаем там что-нибудь другое, вот, поэтому зачастую такие моменты с рассекречиваниями, вот тут, не знаю, мне тоже не идет, что это прям массовое, прям ТВ что-то такое будет, но какие-то еще рассекретят документы, это всколыхнет часть общественности, ну, видимо, кто на это обратит внимание, ну, часть также будет спать дальше. Опять же, самые, наверное, какие-то события концентрированные, вы знаете, когда идет вот прям много-много событий или что-то такое, вот прям концентрат какой-то, время ускоряется, как будто быстрые какие-то действия, быстрые шаги, быстрые решения какие-то, очень-очень много всего будет меняться или какие-то вот событийные ряды начнут быстро-быстро-быстро закручиваться, как-то вот одно за одним, вот так вот, одно за одним, прям быстро-быстро. Это будет к концу года. То есть к концу года как будто что-то прям очень быстро завертится. Я не знаю, что это будет, мне достаточно сложно сказать, но как будто это вот что-то, такой маховик какой-то запустится, знаете, как юла, которую уже не остановить. То есть кто-то вот как юлу заводит, вот так раз, и уже она как заведется, и там какой-то вот маховик, его уже будет не остановить, то есть уже никто не сможет сделать, он начнет раскручиваться быстрее. То есть запустятся какие-то очень мощные события, которые прям будут очень-очень сильно, массово, быстро раскручиваться. То есть что-то старое будет ломаться очень быстро, знаете, как вот через мясорубку какую-то старое будет ломаться, какие-то каркасы ломаются, скорее всего, возможно, это каркасы намерений. Возможно, это каркасы намерений как раз-таки темных, потому что я вижу черные балки. А вот этот маховик, то есть тут даже как юла, да, какой-то вот такой вот вьюнок юла, он именно светлый, то есть это светлое что-то, и оно как будто сбивает, вот оно, волчок такой раскручивающийся, и он вот прям ударяется об эти балки, и он прям их сшибает, и они пополам лопаются, и что-то разваливается. Вот он прям вот как бумеранг летит какой-то, вот такой же, да, я бы сказала, что это вот очень похоже на бумеранг, потому что он так сильно раскрутился, что он просто вот, попадая в какие-то эти балки, в это все, он просто разрушает это, то есть надламывает. Так что я думаю, что
А у темных все, как, знаете, даже мне слово империя сейчас пришло такое, что империя начнет рушиться. То есть вот эта вот какая-то темная империя начнет рушиться к концу 24 года. Вот. Сейчас это все 23-й это было начало такое, знаете, с уже откровенных боевых действий. 24-й год это будет уже какой-то такой, тоже идет фраза, завершающий уже этап, но это не до конца завершится еще. 24-й год это не до конца завершится. Это как уже, знаете, наверное, вот конец 23-го это начало завершающего этапа, прям самое-самое начало, а 24-й это уже пошел вовсю, то есть вот это вот начало раскручивания вот этого завершающего этапа игры, я бы сказала так, между светом и тьмой условными, опять же. То есть такое ощущение, что вот идет опять же фраза «темные проиграют в своей же игре». Темные проиграют в своей же игре, то есть по тем же правилам, которые они установили, они проиграют. Они слишком узко мыслят. Вот есть как вот этот момент, что они слишком узко мыслят, и они не могут видеть полноту картины. То есть у них мышление, хоть и есть такое, что они не испытывают чувств, но они не могут, то есть у них есть свои рамки в мышлении, но здесь есть души, пришли сюда души, которые могут видеть очень широко, то есть картину очень широко, и обдурить условно наперстничника в его же игре для этих душ не составляет, не то чтобы большого труда, но это вполне реально. То есть им даже какой-то интерес есть внутренний, вот победить наперстничника, вот обмануть его в его же игре. Что они, в принципе, сейчас и делают. То есть, опять же, когда я начинаю считывать эти души, я вижу большой азарт какой-то, который они испытывают. И сейчас они на каком-то таком пике даже своего азарта, да, и я, опять же, вижу эту шахматную партию, то есть, которая вовсю вот эта игра идет. То есть они как будто ведут противника по какому-то своему, вот знаете, турецкому гамбиту или чему-то такому, и вот пытаются заставить его потерять, вот хочется сказать, все козыри или вот все свои фигуры, то есть вот ферзя, коня, да, вот все, что у них есть, какие-то такие мощные фигуры отдать, вот даже больше потратить, вот так, потратить. Это, да, очень сильно похоже на то, что шулера обыгрывают в карточную игру, да, у шулера все карты на руках, мало того, что у него на руках вся колода, у него еще и в рукавах припрятано, и то есть поэтому он кидает, не жалея козырей, потому что у него этих козырей припрятано еще по карманам, и вот их задача, то есть как-то вот игру так выставить, для того, чтобы вот у шулера все карты, все козыри, то есть со всех карманов, отовсюду, со всех заначек, просто чтобы тот подоставал. То есть они как будто обезоруживают его, заставляют его тратить ресурсы, выкидывать и выкидывать, да, раскидываться козырями, ставя его в такое положение, когда вот типа невозможно уступить. Что-то типа того. В общем, там играет против этого шулера не один игрок, там игроков дюжина. Поэтому они все четко ведут партию, то есть все вместе. И у них есть, как я уже сказала, какой-то план. В общем, я думаю, что в 2024 году мы, если будем следить, да, и видеть, куда смотреть, потому что мы должны понимать, что эти люди, которые ведут этот план и которые вот это вот все делают, они тоже знают, что такое НЛП, контроль сознания людей и так далее. То есть и тоже активно этим пользуются, пониманием пропаганды, пониманием контроля масс и так далее. Поэтому по телевизору вам вряд ли скажут правду. Поэтому, если вы хотите правду, то вам нужно начать искать ее самим. Ну, у меня вот такой вот прогноз на 2024 год. И, в принципе, из хороших новостей, то, что я вижу, что
что уже к концу 2024 года мы должны увидеть уже какой-то свет в конце этого туннеля условно бесконечного. То есть там уже что-то начнет таким очень ощутимым способом меняться, то есть как будто вот начнет разворачиваться, и, скорее всего, мы уже начнем видеть вот эти изменения какие-то уже на физике, то есть конкретно на физическом плане уже будут какие-то, не то чтобы перевороты, но какие-то переосмысления, какие-то развороты в первую очередь вот внутри стран. Такое ощущение, не сколько в сознании людей, а сколько вот во внешнеэкономической политике что-то такое идет, то есть как будто начнут как-то вот меняться, брать другой, вот знаете, корабли, которые куда-то плыли, они начнут менять курс направления, то есть куда-то разворачиваться и начнут брать курс к новым берегам, вот такое идет. В общем, ну а мы будем дальше с вами наблюдать за этим всем. Также помните, ребята, что если вы хотите, чтобы мир изменился, начать нужно в первую очередь с себя, потому что именно мы являемся теми самыми людьми, которые будут строить новое, хорошее и прекрасное общество. Поэтому, если мы хотим, чтобы мир изменился, мы должны начать меняться сами. Ну а я вас всех люблю. Всех обнимаю, всем всего самого наилучшего. Любите себя, цените себя, хвалите себя, дарите себе подарки. Не забывайте заботиться о себе. И ни в коем случае не позволяйте никому обесценивать себя, в том числе и самому себе. И тогда вы действительно научитесь любить этот мир и окружающих вас людей. Всех вас еще раз люблю. Пока-пока. Thank you.